Touchstone Pictures представляет. «И сказал Бог Ною, изничтожить хочу я род человеческий, ибо насилием из-за людей земля полнится. Возьми с собой в ковчег семью и каждой твари по паре, дабы жизнь после возродить». В общем, иначе говоря, жизнь дерьмо, и всем рекомендуется найти себе пару. История Эллиота Арнольда сильно смахивает на Ною, вот только произошла она в Майами. Кстати, свежий фритос просто божественный. Вообще-то, пусть Эллиот сам вам все расскажет, потому что я много пропустил, валяясь в запертом багажнике полицейской машины. Да, зовут меня Паги, я живу на дереве. Надеюсь, не успел испортить вам впечатление от фильма? Большие неприятности. Я смотрю на этот плакат, я не вижу призыв купить Эль рыболовный крючок, а это хреново. Брюс, вообще-то идея была... Ты знаешь, в чем заключается мой подход к бизнесу? Нет, Брюс, в чем? А в том, что на свете живет немерено людей. Да, конечно. И все они чего-то хотят. Так вот, знаешь, чего они хотят? Они хотят, чтобы им было зашибись. Это, надеюсь, понятно? Да, вообще-то нет, ничего тебе не понятно, потому что я дал тебе идеальную концепцию, а не это дерьмо, блин. Нет, ну что это такое, а? Страшная рыба, хорошее пиво. Почему страшное, а? Не нужно мне тут это слово. Реклама не должна вызывать такое чувство. Брюс, ну вообще-то это такая игра слов на контрасте с юмором и так далее, с рыболовным крючком, каждая рыбка твоя, вот он идеал. Представь себе парня и девку в лодке. Девка в бикини, у нее огромные сиськи. Так вот, они сидят в лодке и нажираются в говно моим рыболовным крючком. И не забудь, что у девки просто гигантские сиськи. И значит, послание этой рекламы таково: кое-кого сегодня трахнут. Вот, гениально! А ты мне что за херню сотворил, а? Ладно, Брюс, я постараюсь... Нет, никаких постараюсь. Ненавижу это слово. Постараюсь, так говорят неудачники. И, кстати, твое агентство не последнее в городе. Год назад у меня был хороший дом, красавица жена и любимая работа. Теперь меня назвал неудачником вот этот мудозвон. 18 лет подряд я вел колонку в Майами Геральд. Писал юмористические очерки о жизни известных в городе людей. Тебя Дибер хочет видеть. Поскольку за свою почкотню я получил 2 пулитцеровские премии, в редакции меня не трогали и даже немного уважали. Так было, пока не пришел Кен Дибер. Эллиот? Джон Кротон сказал, что ты до сих пор не сдал материал на тему бесплатной продленки в школе. Да, Кен, слушай, я подумал, что раз 5 человек уже пишут об этом, то читатели уже поняли, что там к чему. Эллиот, я дал тебе задание. Я знаю. А ты готовишь очерк о пеликанах. Да, это же эксклюзив. Один старый кубинец учит пеликанов сбрасывать бомбы. Это самый большой бред из всего, что я слышал. Да ты шутишь, он пытался убить Кастро с помощью этих птиц. Эллиот, я дал тебе задание, ты его выполнишь. Или что, Кен? Ну, если ты хочешь по-прежнему работать в этой газете, то советую что-нибудь вставить сюда до вечера. А давай я прямо сейчас туда кое-что вставлю, а? Дибер выбрал неудачный день для своих измывательств. Утром я узнал, что у моей жены роман с тренером по теннису. Сейчас я, конечно, понимаю, что надо было все-таки молча написать ту статью о продленке, и тогда не пришлось бы открывать рекламное агентство Эллиота Арнольда. И если ты надеешься, что я заплачу за это дерьмо, то ты ошибаешься. За уродство я не плачу, уродство я и за даром могу получить. Спора нет, Брюс. Эллиот, слушаю. Пап, можно я сегодня вечером возьму Гео? Привет, Найджел, как там Лондон? Найджел? Туман, говоришь? Ладно, подожди минутку, хорошо? Это очень важный звонок, международный. Короче, чтоб все было готово завтра, и не дай бог будет не так, как я хочу. Хорошо, Брюс, думаю, я понял, что нужно, все будет сделано. Отлично. Привет, Мэтт, как дела? Пап, можно взять на вечер наш дурацкий Гео, а? Нам с Эндрю надо одну бабу замочить. Нам с Эндрю надо бабу замочить? Заранее спасибо. Ладно, можешь взять Гео, но потом обязательно верни его на место. Часам к 11:30, хорошо? Ладно, и обещай, пожалуйста, что будешь ездить... Аккуратно. Мэтт не злился на меня из-за развода. Он был в ярости, когда я купил Гео. Отличная компактная машинка. Вы только что развелись? Это не важно. Расход топлива, галлон на 42 мили, радио. Так и быть, бесплатная грунтовка за счет фирмы. Что вам еще рассказать? А сколько клоунов в ней может поместиться? Для Мэтта Гео был символом моих неудач, неправильных решений и упущенных возможностей с расходом галлон на 42 мили. Но в тот момент я даже не подозревал, что мой второй шанс прибыл в Майами на борту рейса номер 57 из Нового Орлеана.
Судьбоносный чемодан был зажат между двумя центнерами замороженных раков и клеткой с сучкой далматинца, родившей 17 щенков, когда самолет пролетал над озером Окичоби. Далматинцев, в отличие от чемодана, показали в новостях. А чемодан нет. Что это? Похоже на мусоросжигатель. Так значит, это Майами, а? Даром не взял бы. В натуре, блин! Перед вами охотничий карабин Ремингтон с оптическим прицелом Бушнелл. Чартлтон Хестон отстреливает из такого лосей. Генри де Сальва и Леонард Феррони отстреливают всех подряд до тех пор, пока им заплатят по 25 кусков каждому. Это против партнеров, которые мухлюют. Вообще-то, Генри и Леонард даже не умеют играть в гольф. Давай быстрее, у нас мало времени. Они прибыли в Майами, чтобы убить человека по имени Артур Херк, укравшего много денег у своего работодателя. Пагги прибыл в Майами в тот же день, что и киллеры и чемодан, но со всеми иными намерениями. Неделю назад у себя дома в Бостоне Пагги прочитал в журнале «Готовим с Мартой Стюарт» статью про то, что в Майами самые лучшие кубинские рестораны. Поскольку кукурузные чипсы были наиболее близки к кубинской кухне из всего, что Пагги когда-либо пробовал, а фритос были самыми любимыми из них, он сел на попутную рыбацкую шхуну и поплыл в Майами. К счастью, Пагги не было предела. Уже через 20 минут после прибытия в Майами он считал этот город самым теплым и дружелюбным местом на Земле. Ты воняешь. Пиво и пакет фритос. Вон! Я уже говорил вам двоим вон! Слушай, чувак, у нас есть бабки, и ты дашь нам то, на что их хватит. Жопа! Снейк Дюпре и Эдди Ледбеттер познакомились 2 годами ранее в тюрьме штата на окраине Луисвилля. Они сразу же подружились, так как оба питали страсть к дебильным шуткам. Жопа! Эй! Какие-то проблемы, шеф? Да, это мое. Слушай, чувак, это не твои проблемы. Вы моя проблема. Вон отсюда. Он мне лодыжку сломал. Смотри, как бы я тебе башку не проломил. Ладно, ухожу, но в следующий раз тебе не жить. Вон. Вон отсюда. Ты можешь остаться. Они забрали все мои деньги. Ничего. Бесплатное пиво от заведения. Алюминий? Мы спонсируем женскую команду по софтболу. Хочешь заработать 5 баксов? И вот это тоже. Это нам не нужно. Такие уж условия насчет упаковки. Либо в чемодане, либо никак. Поставь аккуратно, не бросай. А ты сильный. Приходи завтра к часу. Может, найду для тебя еще работенку.
К концу первого дня в Майами Паги был доволен своей карьерой больше, чем я, и ночевал в более престижном районе. Колонки отстойные. А почему твой отец купил именно Гео? Он считает себя неудачником, поэтому и купил машину для неудачников. К тому же он просто лох. Супер мочило 600 влезает галлон воды, прицельная дальность стрельбы 50 футов. Ну что, какой план? Заходим с главного входа, а? Да, конечно. Здрасте, я Мэтт Арнольд, пришел замочить вашу дочку Дженни. Нет, придурок. Мы перелезем через стену. Надеюсь, она не заметит этот говномобиль. Где Артур? Я не видел его после третьего стакана виски. Поговори со мной, Марта. Добрый вечер, Нина. Как насчет того, чтобы немного выпить? Может, что-нибудь с текилой смешать? Это Артур Херк. Один из немногих жителей Флориды, кто, не сомневаясь, голосовал за Пэта Бьюканена. Нет, спасибо, мистер Херк, я очень устала. Ну, конечно, ты же весь день работала, с утра до ночи на ногах. Многие женщин надо беречь. Давай-ка я тебе сделаю массаж. Но, мистер Херк, миссис Анна... Ничего. Она смотрит телевизор. И я не собираюсь рассказывать ей, что был здесь. Ты тоже, да? Да, Нина? Какие у тебя крепкие лодыжки. Широкие крестьянские бедра. Нина, дай я оближу твои пальцы. Нина! 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 А ну выходи. Это мой дом. Ты работаешь у меня, и я хочу пососать твои пальцы. Надеюсь, у них нет собаки? Так случилось, что у Херков как раз была собака. Пса звали Роджер, и он представлял собой результат многочисленных стихийных внеплановых случаев. В последние 3 месяца Роджер жрал какое-то дерьмо, и именно в этот день в его жизни появилось самое коварное существо, какое он только встречал. Под влиянием галлюциногенов, которые выпорснула жаба, Роджер принял свою грязную мохнатую задницу за полукилограммовый стейк. Наверное, у нее неплохие ножки. Кстати, зачем смотреть кулинарную передачу? Ты все равно только и умеешь, что столько в ресторане заказывать. 1-0, Артур. Что? Оставь ее. Посмотрим, что там еще идет. У них есть собака. Надеюсь, у них нет собаки. У них есть собака. Пошли. С дороги, мохнатый уродец.
Вот он наш парень. Давай, стреляй, может успеем на рейс в 11:40 до Нью-Йорка. Пока не могу, он стоит слишком близко к женщинам. Ага, только если ты его скоро не застрелишь, меня заедят комары. Только взгляни на этого ублюдка, он размером с Бьюик. Она. В смысле она? Комар, это она. А как ты увидел? В мире животных смотрел. Только самки комаров сосут кровь. Да уж, прям как моя жена. Сука, мля. Ладно, я пошла к себе. Там хоть тупость в воздухе не витает. Спокойной ночи, мам. И тебе, милая. Пожалуй, я загоню Роджера домой и тоже пойду лягу. Приготовились. Приготовились. Роджер! Я лучше отсюда буду наблюдать, а то вдруг ее отец начнет стрелять. Из чего, из пульта от телека? Это же Майами, у него стопудово есть ствол. Так, кажется, у нас конкурент. Ничего страшного. Эй, Дженни! Ах ты, сукин сын! Не трогай ее! Нина! Черт! Леонард? Леонард? Мне не нужны неприятности. Мне тоже. Карабин мне жена подарила. Кстати, я думаю, ты не хочешь, чтобы полиция застала тебя с ним в руках? Полезай, давай. Я обойду дом, давай. Ах ты, сукин сын! Не с места, руки вверх! Сукин сын! Эй, эй, хватит! Медленно поднять руки. Не с места! Все в порядке, Уолтер. Что здесь произошло? Он пытался нас убить. Да нет, нет, это же я, Мэтт Арнольд. Мы вместе на биологию ходим. И это был водяной пистолет. Действительно водяной. Господи, это же у нас в школе такая игра, киллер называется. Тебе назначают жертву, а ты должен ее облить водой. В ее собственном доме на ночь глядя, ну у вас и игры. Наконец-то вы, поцы, приехали. А вы, простите, кто? Это мой дом. Рад за вас, ваше имя. Артур Херк. Кстати, я лично знаю мэра. Так какого черта вы так долго ехали? Мы приехали, как только поступил звонок, сэр. Господи, мой телевизор? Он угробил мой телевизор, сукин ты сын! Ты мне за это заплатишь, а потом сядешь в тюрьму. Это был водяной пистолет, сэр. Что? Водный пистолет. Молодец, что убежал, Артур, а то и тебя обобрызгали. Заткнись. Эй, спокойнее, не говорите мне, что делать в моем собственном странном доме. Вот это мои собственные наручники. Если вы не успокоитесь, то будете носить их в собственном странном доме. Она не шутит, сэр. Итак, рассказывайте по одному. Начнем с мистера Киллера. Как все происходило? Я и Эндрю были снаружи. Принято говорить, мы с Эндрю. Спасибо. Кто такой Эндрю? Никто. Эндрю у нас никто. Значит, ты был снаружи с водяным пистолетом и воображаемым другом. Ага. Хорошо. Итак, вы с воображаемым другом снаружи. Что дальше? Офицер Крамец, сходите, посмотрите, кто там. Ты справишься? Уже иду. Мама Дженни открыла дверь, и я вбежал внутрь, чтобы ее обрызгать. И тут миссис Херк на меня набросилась, в общем, прыгнул на меня. А я лег на Дженни, то есть упал на Дженни. Этот парень говорит, что здесь его сын. Я Эллиот Арнольд. Мне позвонил Эндрю. Ты в порядке, Мэтт? Да. Тот самый Эндрю, воображаемый друг. Надеюсь, у тебя хороший адвокат, потому что твой придурок сын разбил мне телевизор плазменный, между прочим, горизонталь 39 дюймов. Скорее, диагональ 35. Кто-нибудь, объясните мне, что тут произошло? Ну, я хотел облить Дженни, но на меня набросилась ее мама. Господи, Мэтт. Простите, ради бога, что мой сын замочил вашу дочь. В смысле, что она вся мокрая. В общем, судя по его описанию, это всего лишь игра. Ну, конечно, они же дети. Да? Мне наплевать, этот ублюдок все равно сядет.
Моника, взгляни-ка на это. Кто стрелял в телевизор? Стрелял? Никто не стрелял. Да, но это пуля. Минутку. Мэтт, когда ты со своим воображаемым другом был снаружи, вы там больше никого не видели? Нет. Миссис Херк, здесь живет кто-нибудь еще, кроме вашего мужа и дочери? Ну, вообще-то... А где Нина? Иисус. Точнее, Паги. Нина! Господи, хозяйка, мне надо идти. Нина, это ты? А как тебя зовут? Паги. Паги. Нина! Думаю, они не знают, что я тут живу. Я никому не скажу. Там был еще один стрелок. Как это? Ну как это? Что значит как это? Там был еще один стрелок. Вот так. Так ты выполнил задание или нет? Нет. А другой стрелок? Погоди минутку. Давайте не сейчас, хорошо? Ну все ништяк, браток. Алло? Да, я слушаю. Ты должен выполнить задание как можно скорее. Будет сделано. Я знаю, кто это сделал. Это все мерзкие подростки. Вы только посмотрите на них. У всех стволы, все нюхают клей. Еще гениальные догадки будут, мистер Херк? Любая информация поможет нам защитить вас. Я сомневаюсь, что вы или любой другой доблестный боец славной полиции этого города сможет защитить свой собственный член обеими руками. Спасибо за детальное замечание. Я не собираюсь арестовывать тебя, Мэтт, если миссис Херк не выдвинет обвинений. Да они ж просто дети. Зато я хочу выдвинуть обвинения в наручники его. У меня сейчас руки заняты, прикрывая свой член и все такое. Дурацкая игра этот ваш киллер, Мэтт. Да, мэм. Ну ладно, а теперь ты и твой уродский сыночек можете убраться отсюда и никогда не возвращаться. Ну, спасибо за все. Я провожу вас. Подгони пока наш Гео, Мэтт. У вас Гео? Какой? Метро, LDI, купе или хэтчбэк? Мой родной отец продает их в Тиалсе. Если продавец пытался соблазнить вас халявной грунтовкой, то это на самом деле фуфло. Они разваливаются прежде, чем успевают сгнить. Детально 60% сделаны из переработанных бутылок для лимонада. Нет, честно. Послушайте, извините моего мужа, он полный идиот. Ну, я понимаю, наверное, расстроился из-за того, что ему прострелили телевизор. Нет, просто он идиот. Думаете, кто-то действительно пытается его убить? Искренне на это надеюсь. А чем такой человек, как Артур, зарабатывает на жизнь? Он работает в руководстве корпорации Пинультра. Я однажды писал про них. Они построили тюрьму, в которой не работала канализация. Статью я назвал «Вонючая мера наказания». Так вы тот самый Эллиот Арнольд из Майами Геральт? Я всегда читал вашу колонку, очень смешные статьи были. Почему вы перестали писать? Утратил чувство юмора во время развода. А как получилось, что у такого человека, как Артур, такая прекрасная жена? Да, я вышел из-за него, когда Дженни была совсем маленькой. Первый муж бросил меня очень рано, и нам пришлось переехать в ужасную маленькую квартирку. Тогда я встретил Артура. Он был совсем другим. Сейчас я время от времени бросаюсь искать специалистов по разводам, но потом вспоминаю эту квартирку. Она уже занята, там живу я. Дашь послушать? Группа «Семенная жидкость», обожаю их. Артур выбросил мою кассету на автомойке. Для него музыка — это только если играет на аккордеоне. Я поведу. Предлагаю свалить все на пропаганду насилия в рэпе и на телевидении. Можешь поорать, если хочешь побыть в роли отца. Я не собираюсь орать. Может, лучше поговорим? Да, давай поговорим. Начинай. Ну ладно, мама просила передать, что алиментный чек ей нужен к понедельнику. Ну вот видишь, не так уж это и сложно. Знаешь, Мэтт, пап, ну напортачил я, да, со всеми бывает, и ты знаешь, это лучше, чем кто-либо. Это я к тому веду, что мне вряд ли нужны житейские советы от человека, который свою-то жизнь нормально устроить не может. Чё ты обижаешься? Сам поговорить хотел. Ну ладно. Теперь мой черед. Пошел ты, юный засранец. Теперь твой.
Паги? Паги. Я принесла тебе обед. Слушай, я тебя люблю. Вот видишь, чувствуешь разницу? Спроси нормального мужика, что он хочет, сиськи или страшную рыбу, и послушай, что он тебе скажет. Ну, наверное, сиськи, естественно. Ладно, я поскакал. Да, кстати, пусть она наклонится, чтобы виднее было. Чтобы виднее было. Чтобы виднее было? Это рекламная терминология. А, понятно. Ты к чему обязан такому приятному визиту? Вы случайно не теряли вчера вечером пару очков для чтения? Я не ношу очки. Ах, тогда я, должно быть, зря прокатилась. Вовсе нет, однажды они мне понадобятся, но не сегодня. Хотя все меняется, когда-нибудь точно понадобится. Не желаете кофе? С удовольствием. Вообще-то это для поддержания беседы. Кстати, полиция что-нибудь обнаружила? Ну, после знакомства с Артуром, думаю, главный подозреваемый у них — это я. Так, вы какой пьете? С молоком и сахаром. Я пиджак забыл. А как насчет третьего? Ну, я просто спросил. Надеюсь, я не сделал тебе больно? Нет, нет, это было... Даже не думал, что я... Наверное, тебе лучше вернуться, да. Конечно, так будет лучше. Тебе лучше вернуться. Чуть позже, в тот же день, Артур Херк заехал поболтать со своим боссом. Здорово, кретин. Артур? Господи, что у тебя с волосами? Это парик, кретин. И не придуривайся, я знаю, что ты знаешь, что происходит. Эти пидоры из руководства пытаются меня замочить. Так, погоди, во-первых, эти решения принимаются без моего участия, а во-вторых, ты украл у них деньги, Артур. Чего ж ты еще ожидал? Слушай меня, собака, садись на этот экспресс-лифт, поезжай на последний этаж и передай этим гандонам штопотом, чтобы поостыли, иначе я сдам всех с потрохами. Ты ставишь меня в щекотливое положение. Не-не-не-не-не-не. В щекотливом положении ты окажешься, когда ФБР засунет тебя в жопу большой анальный детектор лжи. У меня есть улики, и я могу их использовать. Использовать все! Против вас всех! Улик у него не было, но он знал, где их достать. И это делало Артура Херка весьма опасным человеком. Возможно, Артур не был гением, но прекрасно понимал, что пуля, пробившая голову зеновой воительницы, предназначалась для него. Корпорация Penultra Construction заказала его, как только узнала, что Артур воровал деньги из общака. До того самого дня Артур был казначеем корпорации. Господа, кажется, у нас появились проблемы. Можно личный вопрос? После всего, что было, ты еще разрешение спрашиваешь? Твоя дочка тебя очень любит? Да, у нас весьма неплохие отношения. А развод Артура, она не винит тебя во всем этом? Я давным-давно сказал Дженни, что не идеально, она пытается принять мои ошибки, а я ее. Да, все довольно просто. Да, кроме того случая, когда она пришла домой с татуировкой в виде скорпиона на заднице. А Мэтт меня ненавидит. Считает меня неудачником. Давича назвал меня неудачником, а я его засранцем. Еще немного, и можно было бы выпускать нас в шоу «Окна». Так, значит, ее мать чуть тебя не избила? Ну, она в отличной форме, честное слово, она тебя как спичку пополам переломала. Привет. Привет. Не пялься на мои сиськи. Ну что, получили очки за убийство? Нет, сказали, что, мол, не считается. Ну, поскольку вам все равно придется это сделать, предлагаю провернуть все быстро. Можешь обрызгать меня сегодня вечером в Бейсайд. Встретимся в 8:00 у Норы, окей? Договорились. А ты не пялься на мою задницу, когда я уйду. Ничего не могу обещать. Можешь обрызгать меня вечером в Бейсайд. Чувак, ты до старости эту фразу будешь помнить. Ты пялишься на ее задницу? Ага. У меня есть кое-какие вопросы.
Что за парень с пушкой влетел в дом, и что за урод свалился на меня с дерева? С дерева? Вот именно. Слушай, ты нас вызвал сделать простую работу. Приехали, бах, уехали. И вдруг появляется какой-то хренов Леон Киллер, и на голову падает местная разновидность Тарзана. Сейчас твоя задача выполнить работу, прежде чем его замочат конкуренты. Прошу прощения. Господа, вы не могли бы потушить свои сигары? Чё? Я сказал, не могли бы вы, пожалуйста, потушить сигару? Вообще-то не мог бы. Понимаете, я прошу об этом, поскольку при всем уважении заказал великолепный нью-йоркский стейк за $27, но чувствую лишь вкус сигар. Слушай, фраер, во-первых, ты ешь стейк с сраной забегаловки Каменный Краб Джо. А во-вторых, здесь не запрещено курить. Во-первых, я не фраер. А во-вторых, речь идет не о том, запрещено или нет, а о хороших манерах. Например, ничто не запрещает мне войти в ресторан и пернуть тебе прямо в закуску, но я этого не делаю. Почему? Потому что это неприлично. Поэтому я еще раз по-хорошему прошу потушить сигары. Договорились? Спасибо. Надеюсь, ты понимаешь, что только что совершил акт физического насилия. Понимаю, понимаю. Где те времена, когда для подобного обвинения надо было кого-то хотя бы ударить? Передай хозяевам, что мы просим еще по 10 штук каждому. Хорошо. Но работу нужно сделать как можно быстрее. Поверь мне, мы хотим, чтобы все завершилось поскорее, не меньше твоего. В натуре, блин. Опаньки. Ты глянь, какой аппарат. Этот придурок, наверное, реальный авторитет. У него поди свой вертолет, сраная яхта и дача на Багамах размером с тюрьму для налогоплательщиков. Я однажды там сидел, что-то не понравилось. Слушай, надоело мне впроглоть. Пошли к шакалу, у меня есть кое-какая идея. Очень интересно. Не хочу я больше связываться с тем барменом и его битей. Здравствуйте, мистер Херк. Выпьете что-нибудь? Мне нужна ракета. Для себя берете? Свою личную ракету захотели? А тебе не один ли хрен? Обычно вы платите деньги, а товар забирают другие. А ты что, все записываешь, блин? Так есть у тебя ракета или как? Сейчас ракеты нету, трудно ракету достать. Ну так напряги задницу и достань мне сраную ракету. Понятно, товарищ? Сколько заплатите? $10 штук. Думаю, я смогу вам кое-что предложить. Это что еще такое? Бомба. Больше на мусоросжигатель похоже. Это большая бомба, посмотрите. Ладно, беру. Я тут ненадолго. Брат работает в охране в аэропорту. Меня тоже скоро туда возьмет. Круто. Ну так, зацени. Слушай, а нам же не разрешается носить оружие. Нами пить на службе вроде как запрещено. Ладно, встречаемся здесь в 21:00. По-английски это значит в 10. Давайте, мы ждем хоть одного звонка. Где же вы, фанаты аллигаторов? Вы всегда звоните, когда выигрываете, а теперь вы просрались и боитесь трубку снять. Давайте, я жду хоть одного. Что еще за аллигаторы? Футбольная команда местного колледжа. Придурки. Я фанат аллигаторов, и вот я звоню. И что ты хочешь сказать? Ну, ты сказал, что мы боимся, вот я и позвонил. И все? Ты позвонил сказать, что ты решил позвонить? У меня от этого города башка трещит. Слушай, зачем такому парню, как он, понадобилось тащиться сюда? Дом ведь есть, работа, бабки, нахрена ему эта дыра? Может, тут сегодня 2 стакана по цене одного?
Проще было ведро на башку надеть, все одно ни хера не видать. Иди и смотри, не натвори там глупостей. По мне, так вся эта затея одна большая глупость. Так, фанат аллигаторов на горизонте. Это у тебя водяной пистолет в штанах или просто меня увидал? Ну так что, где мы этим займемся? Наверное, не стоит устраивать спектакль или как в тот раз. Ну, вообще-то там за аптекой есть стоянка. Неплохое место для того, чтобы умереть. Купите мне потом блеск для губ в аптеке. Ты пялишься на ее задницу? А ты что, нет? Доставай пушку, ковбой. Ну что, куда тебя? Выстрели ей между ног. Будете оба с мокрым пятнышком. Он твой друг? Давай, может, в руку? Руки я обычно мою потом. Не с места! Бежим, бежим! Кто это стрелял? Эндрю, скорее, бежим, Эндрю! Срань господня, срань господня! В этот самый момент офицеры Ромеро и Крамница направлялись на запад по бульвару Бискейн. 3 месяцами ранее на перекрестке, который они сейчас проезжали, произошел весьма бурный арест одного наркодилера. При этом офицеру Ромеро случайно разорвали рубашку, в результате чего обнажилась красная кружевная комбинация Victoria's Secret из серии «Желания». Крамниц так и не смог оправиться после увиденного. Так вот, я тут думал, может, мы могли бы куда-нибудь выбраться вместе? Уолтер, ты хочешь заняться со мной сексом? Уолтер не поверил своим ушам. Неужели он каким-то образом нашел тот самый коридор мироздания, который тысячелетиями искали мужчины? Коридор, позволяющий в обход всех разговоров, обещаний, увещеваний перейти прямо к делу? Уолтер надолго задумался над тем, как лучше ответить на вопрос Моники. Ну, а я не хочу, потому что у тебя есть жена. Да, но я же несчастлив в браке. Человек с пистолетом. Полиция, бросай пушку немедленно. Это не моя пушка. Ее какой-то чувак. Бросай пушку на землю. Я учусь хорошо. Заткнись, ублюдок. Офицер Крамниц, он выглядит не опаснее любого из Backstreet Boys. Можно мне с ним поговорить? Как тебя зовут? Эндрю Райан. А зачем тебе пистолет, Эндрю Райан? В нас начал стрелять какой-то урод. Затем он уронил пистолет, а я схватил его и убежал. Кого это в нас? Моих друзей, Мэтта и Дженни. Полиция! Полиция! Совершенно верно, мы и есть полиция. Я Джек Пендик, служба охраны Биг Скай. Так, девушку на стоянке хотели застрелить из пистолета. Дай-ка угадаю, из водяного пистолета, да? Точно. Мистер Пендик, это оружие принадлежит вам? Да. То есть нет. Вы случайно не пили сегодня, мистер Пендик? Не капельки. Арестуй его, Уолтер. Руки вверх. Помнишь меня? Нет. С тобой я еще не договорил. Открывай кассу. Потянешь из забитой, башку снесу. Так, иди, забирай бабки. Сначала крупные купюры. Это которые? Вот эту или эту? Где бабки? Деньги у меня. 18 баксов! Что это за бар, блин? Дела плохо идут. Место неудачное. Снейк, зацени, это тот авторитет на пидорском Ягуаре. Эй, ты, давай сюда часы. Отлично. Так, теперь давай кошелек. А тут что?
Бомба. А я испанский летчик. Нет, это правда бомба, а эти русских продают. Какие бомбы? Это бар, это бар. Эй, иди открой чемодан. А если в натуре бомба? Тогда ты взорвешься, и никто о тебе даже не вспомнит. Открывай. На мусоросжигатель похоже? Нет, это крутой портативный сейф. Наверняка там внутри золото и бриллианты. Снейк, давай убираться отсюда. Кажется, я слышу бесшумную сигнализацию. Тачка снаружи. Давай сюда ключи. Ладно, закрывай чемодан, пора нам прокатиться, авторитет с нами поедет. Нет, я-то вам зачем? Зачем вам я? Вот они вам нужны. Это русские, у них ракеты есть и еще. Заткнись, кретин! Снейк, по-моему, мы уже достойно исполнили. Поехали, а? Тема намечается. Может, ты ее не видишь, но ведь поэтому ты я, это ты. Наверняка у этого моржового дома куча денег и добра. Туда мы сейчас и поедем, и его с собой возьмем, обещаю тебе кучу 14-каратного золотишка. Тяжелая херня. Ну-ка, бери давай. Эй, ты, встань сюда рядом со своим другом. Будешь знать, как людей битами лупасить. Сидеть! Если попробуете вызвать копов после того, как мы уедем, пулю получите. Пошли. Эй, авторитет! Чёртовы фанаты аллигаторов. И этот доктор говорит: женщина, у вас болезнь будто. А женщина ему: ах, правда? А что это такое? А доктор отвечает: а это когда у вас лицо будто жопа. Понял, да? У вас, говорит, лицо будто жопа. И кто, блин, такой выдумывает? Короче, фишка в том, что все фанаты аллигаторов несут какую-то хинею, а когда проигрывают, то молчат как рыбы. Ну вот, я же фанат аллигаторов и разговариваю с тобой, так в чем проблема? Ты сказал, что мы боимся позвонить, и вот я звоню. Лучше бы они крестиком вышивали. Вот наш парень. А это, по-моему, тот самый Тарзан. И куда они направляются? К нему домой? Точно. Офицер. Офицер, что тут происходит? Ну, произошла небольшая перестрелка, но теперь все под контролем, мисс Вайнтрауб. Хезер Вайнтрауб. Какое красивое имя. Мне надо поговорить с твоими друзьями. Где они могут быть? Ну, наверное, они поехали домой к Дженни. Офицер Крамец. Вас понял. Ну что ж, служба зовет, полиция не дремлет, тревога по коду 7, однако, до встречи. Все, выдвигаемся. Здесь наша работа закончена. Вперед. К бою готов? Да, я поведу, слышь. Едем в дом, где прострелили телевизор. Где-то я все это уже видел. Они в гостиной. Вы знаете, что такое покер на раздевание? Милая и безобидная игра. А вы в какой-то бред играете. Пап, прости, конечно, но только полный дебил спутал бы водяной пистолет с настоящим. Вас могли убить. А где твой сообщник? Эндрю? Он в другую сторону побежал. Полицию кто-нибудь вызвал? Я варю кофе, будешь? Я пока звоню в полицию. У вас новый телек? Артур купил сегодня. Господь запретил ему пропускать Зену воительницу. Если мы кого-нибудь в ближайшее время не пристрелим, я забуду, как это делается. Сейчас все будет. Да, конечно, вы правы. Теоретически опасной ситуации нет, но... Черт, они попросили подождать. Я сегодня встречалась со специалистом по разводам. Дженни?
Господи, эти дети не успокоятся, пока их не арестуют. Привет. Мы друзья Артура. Здрасте, здрасте. Всем заткнуться. Если не хотите, чтобы я выстрелил вам туда, где светит солнце, и не думайте, что я сам не знаю, где это. Кажется, стреляли. Наверное, фанаты аллигаторов нас опередили. Опять в телевизор. Заткнись. Сними с башки эту хрень. О, у вас тут миленько. Ты что, Марта Стюарт? Давай, сделай что-нибудь полезное. Свяжи тут всех. Чем? Служба 911, слушаю. Говорит Эллиот Арнольд. Вот этим. Ну, я умею удавку делать, двойной обычный, тройной морской. Ты какой предпочитаешь, а? Слышь, юный скаут, связывай давай. Баптистская церковь в 2 кварталах отсюда. Я агент ФБР Пэт Грир, а это агент Алан Зейтс. Чем я могу помочь ФБР? Ну, Иван, ты можешь рассказать ФБР, где находится чемодан? Меня зовут Джон. Ну да, конечно, тебя зовут Джон, и ты работающий, законопослушный бизнесмен-иммигрант, зарабатывающий на жизнь с помощью баров, в котором не бывает клиентов. Место неудачное. Это точно. Так вот, я бы хотел осмотреть ту комнатку в конце зала с кучей замков. А ордер у вас есть? Надо же, как мило. Ведь приятно, что человек приехал из другой страны и за то короткое время, что он прожил в Америке, настолько приобщился к нашему образу жизни, что спрашивает, есть ли у нас ордер. Не правда ли это вызывает слезы умиления, а, агент Зейтс? Такие, блин, слезы. Каждый размером с голубиное яйцо. Нам ордер не нужен. Мы действуем в соответствии с... Как называется та хрень, в соответствии с которой мы действуем, агент Зейтс? Особо разрешающий приказ 768-04. Точно, в соответствии с особым приказом 768-04. А это фактически означает, что в интересах национальной безопасности мы имеем право отправить тебя в жопу поисковую команду с собакой-ищейкой. Я требую адвоката. Вы слышали, агент Зейтс? Он требует адвоката, что является его священным правом в соответствии с нашей славной конституцией. Выстрелите ему в лоб. Да, давай. Шутка. Шутка, иди сюда. Мой напарник хотел выстрелить тебе в лоб, что он, несомненно, имеет право сделать в соответствии с особым приказом 768-04-04. Но я все же думаю, что было бы разумнее, если бы ты засунул руку в карман, вытащил оттуда ключи и показал мне, что у тебя в той комнатке с кучей замков. Да. Здравствуйте, мисс Херк. Вы не против, если я поговорю с Дженни насчет сегодняшнего происшествия? С ней все в порядке, но поговорить все равно не мешало бы. Дженни нет дома. Но вы не против, если мы зайдем на минутку? Нет, то есть да, я против. Моника. Так, и кто тут нам пожаловал, Дикий его Трейси? Вы делаете большую ошибку. Вся моя жизнь сплошная ошибка. Что там происходит? Придурок номер 1 связывает всю семейку. Ну так стреляй. Я б с радостью, но придурок номер 2 только что вернулся с 2 копами. Ну-ка, погоди. А на кухне разворачивается сцена в стиле крепкого орешка. Чего? Там на кухне еще один мужик. Мужик? И что он там, что делает? Ну, на первый взгляд, либо собирается замочить всех скалкой, либо будет печь пирог. От этих кретинов всего можно ожидать. Господи, наш Брюс Уиллис нашел водяной пистолет. Дай поглядеть. Забудь, это лучше, чем платная кабельная. Так, на сцену выходит наш Робокоп. Одно движение, и будешь неделю свинцом срать. Снейк. А ты кто такой? Это ты мне говоришь? Я твой самый страшный кошмар. Опусти ствол и убирайся отсюда, иначе я нажму курок и завалю этого придурка. Никуда я не уйду без его чемодана. Чемодан можешь забрать. Хотя, если подумать, давай мочи его. Я даже могу тебе помочь. Придурок номер 2 облил придурка номер 1. Дай сюда, я ни раз такого не видел. Так, там хватит добра, чтобы обеспечить им всю Северную Корею, но чемодана там нет. А Иван, похоже, не понимает, о чем речь. Иван, я знаю, о чем ты думаешь. Ты собираешься использовать чемодан как козырь. Типа, ты скажешь нам, где он, а мы тебе срок скостим. Ведь так ты думаешь, да? Ну не плачь, Иван, это всего лишь нога. У нас в бюро это называется выстрел в конечность. Жертва обычно выживает.
в отличие от выстрела в корпус. Что скажешь, Иван? Хочешь попробовать выстрел в корпус? Я, скажем вам, у кого чемодан. Я бы на вашем месте установил замки покрепче, а то разные люди шастают. Телефонные провода кончились, что с ним делать? Он пойдет с нами, и она тоже. Нет! Куда мы направляемся? На Багамы. Говорят, там таких авторитетов любят. Деньги. Извините. У меня в кармане 5000. Отлично. Не такие уж вы авторитеты крутые. Что у вас за тачка? Chevrolet Caprice со спутниковой системой слежения. Неплохо. Где ключи? На пидорском Ягуаре я больше не поеду. Теперь их Форд собирает. Ладно, вперед. Эдди, все. Эдди, ты за руль. Бритни Спирс, назад. Эдди. Так, Моисей, ты у нас на задах будешь. Ноги помещаются? Пристегнитесь, мэм. Вперед! Я на таких раньше не ездил. Это же не звездолет, придурок. Заводи. А ворота? Да похрену, толкнешь их легонечко, они раскроются. С ручника сними, дебил! Не называй меня дебилом! Миссис Анна? Нина, они забрали Дженни. Скорее, скорее! Я за ними. И я тоже. И я. Я люблю багги! Стойте, стойте. Меня подождите, я полицейский. Моника, как освободишься, звони диспетчеру, пусть высылают кого-нибудь в аэропорт. Я там справлюсь. Уолтер? Да. И если не забудешь, позвони по этому номеру. Скажи мисс Хезер Вайнтрауп, что я задержусь. Уолтер! Уолтер! Интересная у парня была жизнь, а? Что ты делаешь? Он же привязан к этой бабе. Она нам ничего не сделает, пока прикован к стеллажу. Даже если он изменит, то все равно крепкая конструкция, не дешевка. Все телефонные линии обрезаны. Надо выйти наружу и докричаться до соседей. Помоги мне. Тебе меня не заставить. Помоги, или я раздавлю тебя, как мерзкого жука. Давай, стреляй скорее в аэропорт. Ладно. А то, чем дальше в лес, тем более диким, мне кажется, этот городок. Это точно город дикий, США. Черт! Какого хрена ты делаешь? На счет 3 надо выбить дверь этой штукой. Да ни за что. Раз, два. Это ведь стекло, идиотка, мы же убьемся. 3! Нет, 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 нет! Есть? Кажется, по крайней мере, он упал. Баб тоже упала. Чёртова собака. Город дикий, США. В натуре, блин. Вставай! Она мне в лицо попала! В лицо! Мы сможем позвать кого-нибудь на помощь, если поднимем стеллаж. Вы в порядке, офицер? Кто вы? Эд Грир, Аллан Зейтс. А это Херк? Да, Херк. Можете снять наручники? Не сейчас. Мистер Херк, я из ФБР. Меня интересует, где находится чемодан. Господи, она пришла за мной! Вы о собаке, мистер Херк? Нет, она! Кто? Как кто? Она! Херк, Херк, Херк! Боже, она знает мое имя, она знает все, она пришла за моей душой. Мистер Херк, вы меня слышите? Вы меня слышите? Это очень важно. Где сейчас чемодан? Господи, не дайте ей забрать мою душу. Пожалуйста, умоляю. О чем он говорит, черт побери? Не знаю. Как близко он подходил к той жабе? Чуть не поцеловал ее. Понятно. Это действие буфетанина, разновидности галлюциногенов. Херк уже далеко и вернется не скоро. Рассказывали в передаче «Мире животных».
Пожалуйста, не убивай меня. Послушайте, у нас есть основания полагать, что у мистера Херка имеется чемодан, возможно, металлический, очень тяжелый. Вы его не видели? Да, он у них. У кого у них? У идиота по имени Снейк и у еще большого идиота его напарник. Они собрали чемодан, двух заложников и, кажется, мою патрульную машину. Куда они направились? Хотите знать? Возьмите меня с собой. У нас нет времени на игры. Это дело государственной важности. Да, но если вы не снимете с меня наручники, то можете засунуть это важное дело в свою важную государственную задницу. Поворачивай направо. Ты что, знак не видишь? Вы уверены, что они поехали в аэропорт? Абсолютно, все время говорили про Багамы. А кто-нибудь открывал чемодан? При мне нет. А что в нем? Тот парень, который с лягушкой целовался. Ну, вообще-то это была жаба. Ну так вот, наш любитель жаб, подпольный торговец оружием. Оружием? Так вот, что в чемодане оружие. Ну и что тут такого серьезного? Хотя чемодан... Надеюсь, там не ядерная бомба, а? Я что, права? Надо выбрать, куда ехать. Прибытие или отправление. Вроде бы мы прибываем в аэропорт, а с другой стороны отправляемся на Багамы. Куда нам? А сам как думаешь? Я думаю, вам лучше сдаться и потребовать признания невиновности в связи с тупостью. На отправление! Все будет в порядке. Папа! Это была коза. Пап! И где они ее достали? У русских. А разве русские не следят за такими серьезными вещами? Вы упадете в обморок, если узнаете. Пару месяцев назад тут увел боеголовку с завода по уничтожению ракет в городе под названием Сергиев Посад. Это недалеко от Москвы. Там такие красивые церкви. Передача вокруг света. Одним словом, какой-то хороший специалист превратил боеголовку в бомбу и передал ребятам, владельцам веселого шакала. Вы о баре? В этом баре больше калашниковых, чем бутылок Бадвайзера. Так они могут взорвать бомбу? Насколько нам известно, достаточно повернуть 3 тумблера и через 45 минут бум! 45 минут. Господи, я так и знал, что однажды это случится. А почему вы думаете, что это в первый раз? Ну, мне все равно какой. Главное, что они в этом аэропорту как раз в ловушке, и без нашего одобрения ни один самолет не взлетит в воздух. У вас есть такие полномочия? Так, пошли. Дуло всегда смотрит тебе в спину, так что без глупостей. Тебе ли судить о глупостях? Мне уж, я-то в них разбираюсь. Эдди, открывай багажник. Если не будешь делать, как я скажу, сам знаешь, что случится, верно? Ты меня застрелишь? Совершенно верно. Ладно, пошли. Тащи чемодан. Надеюсь, ты не станешь меня за это штрафовать? Ничего не видел, ничего не слышал. Господи, у меня плохое предчувствие. Не беспокойся, им не пройти через охрану в аэропорту. Мы опоздаем на самолет. А в чем там дело? Не знаю, какой-то кипиш поднялся. Может, по радио что-нибудь скажут. Нет, я не про сегодняшний день говорю, но обычно, когда они выигрывают, то молчат как рыбы. Наверное, ты меня не расслышал. Я фанат аллигаторов, и я звоню тебе, верно? Так что я не понимаю, в чем проблема, или может ты просто... Это была коза? Надо сваливать отсюда. Эй, Снейк, смотри. Воздушные перевозки — ваш путь на Багамы. Прибытие, отправление.
Так, с одной стороны мы должны прибыть на Багамы, но с другой мы туда отправляемся. Надеюсь, это была шутка. Хватит над нами издеваться. Слышь, пошли. Слушаю. Нам нужно 4 билета на Багамы в один конец на ближайший рейс. В Нассау или во Фрипорт. На Багамы. Нассау и Фрипорт находятся на Багамах. Любой ближайший рейс. Есть рейс без 10:11 до Фрипорта. 4 билета в один конец обойдутся в $360. Вот. А считайте, сколько надо. Так, сообщите имена пассажиров. Джон Смит. А остальные? Тоже Джон Смит. Вас всех зовут Джон Смит. Всех. Ваши документы с фотографиями. Пожалуйста. Хорошо, семья Смит. Приятного вам отпуска. Пожалуйста, сюда. Подходите. Компьютерная проверка. Стойте. Снейк, это не сработает, у них там рентген и прочая херня. Как ты мне надоел со своим пессимизмом. Давай думать буду я, ладно? Проверка сумок. Проходите. Проверка сумок. Проверка сумок. Компьютерная проверка. Давайте, проходите. Вперед. Проходите. Проходите. Проверка сумок. Проверка сумок. Проверка сумок. Проверка сумок. Проверка сумок. Это ваше? Да, моё. Давайте его сюда, откройте, пожалуйста. Открывай. Проверка сумок. Проверка сумок. Что это такое? Мусоросжигатель. Мусоросжигатель? Переносной. Включите его, пожалуйста. У него даже таймер есть. Уничтожает мусор, пока вас нет. Проверка сумок. Проверка сумок. Проверка сумок. Проверка сумок! Ладно, проходите. Идем. Сюда. Они уничтожили мою рацию. Пап, коза наш Гео помяла. Он и без этого дерьмовый. Ладно, надо выручать Дженни. Чёртовы козы. Этот город меня просто убивает. В натуре, блин. Так, мы далеко не уедем. Если выехать на служебную дорогу, можно срезать прямо до аэропорта. Попроси того парня пропустить тебя. Простите! Простите! Мы очень опаздываем. Вы не могли бы нас пропустить? Смотрите, это официант из МакАвто. Кто что будет заказывать? Вы когда-нибудь слышали об особом приказе 768-04? Нет, а что это? Это очень мощный инструмент защиты правопорядка. Господи, почему все объявления на испанском? Так, Анна, ты идешь со мной, Мэтт, ты берешь Нину. Увидите тех ублюдков, зовите меня, поняли? А мне что делать? Найди копов!
Мне срочно требуется помощь. Здесь в аэропорту захвачены заложники. Где? Я не знаю. Ну и чем мы тогда можем помочь? А у тебя брат-близнец в Бейсайд не работает? Возможно. Ладно, дай телефон. Телефон только для охраны и копов. Но я же коп. Ты что, форму не видишь? А где значок? Его украли. А пистолет, где фонарик? Их тоже украли. Слушай, ты мне поможешь или нет, здоровый жирный ублюдок? Полный обыск. Включай трусы. Добрый вечер, дамы и господа. Рейс 2038 до прекрасного города Фрипорта готов принять на борт пассажиров. Начинаем посадку. Прошу сюда. Спасибо. Спасибо. Удачного полета. Мистер Крафт, приятного вам медового месяца. Спасибо. Семья Джонов Смитов. Давайте я передам это в багажное отделение. Чемодан полетит с нами. Нет, не полетит, потому что он слишком большой. Таковы требования. Слишком большой для других авиакомпаний. Прошу сюда. Давайте помогу. Так, сюда, сюда. Идемте. Да, а куда побежал мистер Смит? Да хер с ним, вперед! Давай, давай, залезай! Паги! Нина! Где Дженни? Она в самолете. Пап! Они сели в самолет. И Дженни с ними. Компания воздушной перевозки Gate J4. Так, найдите копа. Срочно найдите копа. Паги, ты цел? Приветствуем вас на борту рейса 2036, 2038, рейса 2038 до Фрипорта. Я капитан корабля Джейсон Хобарт, а это второй пилот Джен Вигушин. Через минуту мы поднимаем трап и после инструктажа по безопасности отправимся в путь. А может, отправимся прямо сейчас? Сначала мы должны пройти все предотлетные процедуры. Это для вашей же безопасности. Моя безопасность всегда со мной, придурок. Значит так, действуем следующим образом. Забираем чемодан как можно скорее, без лишнего шума. Понятно. Это в вашей юрисдикции. С вашего позволения, господа. Да, Майами скверный городишко. Но копы тут ничего. В натуре, блин. Эй, давай, заводи самолет. Надо еще закрыть люки. Кроме того, мы не получили разрешения на взлет. Дверью я сам займусь, прыщавая рожа. Заводи этот кукурузник, пока я тебе череп не снес. Снейк. Что? Нет! О, черт! Говорит борт 2036, 38, 2038, на в салоне человек с пистолетом. Заводи давай. Я не знаю, какая у меня полоса. По-моему, 9-я, свободно 9-я, так 9-я. Господи, он тронулся с места. Ты зови на помощь, и я остановлю самолет. Дженни, я спасу Дженни, обещаю. Срань господня, срань господня, срань господня, срань господня. Мэтт! Что? Я не могу найти копов. Где папа? Папа? Внимание, ступайте осторожнее, пол свежевымытый после инцидента с отторжением пищи. Проходите, не задерживайтесь. Мы из ФБР. Назад, назад, пол свежевымытый. Двигайтесь осторожнее. Меня зовут Арчи Ридли, я сделаю все, что скажете, только не убивайте меня. Мы пара ублюдков с одним или двумя заложниками и большим металлическим чемоданом. Кто-нибудь из ваших местных кретинов их видел? Позвольте, я узнаю. Привет, Элис. Что?
5 минут назад на центральный пост поступило сообщение от пилота компании воздушной перевозки. У них на борту человек с пистолетом. Какой гейт? Гейт J4. Вы же сказали, что ни один самолет не взлетит. Вызовите командира авиабазы в Хомстед. Скажите, что у нас экстренная ситуация. Самолет в воздухе. Так. Ну вот, совсем другое дело. Орешки будешь? Да, поддерживайте постоянную связь с базой Хомстед. Миссис Керк! Моя дочь на борту того самолета вместе с этим ужасным человеком. Он пытался нас застрелить, а вы, мисс Керк, мэм, послушайте, нам очень важно знать, где сейчас находится чемодан. Не знаю, про чемодан ничего не знаю. Он в самолете. Кто-нибудь его открывал? Нас попросили включить то, что было внутри. И что при этом произошло? Огоньки загорелись, циферки разные. Что означает эта лампочка? Она означает, что открыт задний люк, а я не смогу лететь дальше с отпущенным трапом. Эдди, пойди подними трап и закрой люк. Эй! Эдди! Эдди, хватит хернёй маяться. Ладно, подтверди, что они у него на радаре. Что значит они у него на радаре? Минутку. Вы собираетесь сбить самолет? Но вы не имеете права, там на борту невинные люди. Если бомба взорвется над Фрипортом, погибнет гораздо больше невинных людей. Никому такой вариант не нравится, но подобная ситуация уже прорабатывалась. Это и многие другие. Это единственный выход. Когда это произойдет? Когда самолет будет над Гольфстримом? Минут через 3. А как же отец мальчика? Вдруг он сумел пробраться на борт? Даже если так, но неужели он знаком с устройством русской ядерной боеголовки с плутониевым сердечником и терилиевой оболочкой? Кажется, он занимается рекламой. Эдди, Эдди, вставай! Вставай, ленивая тварь! Он не ленивый, просто я его вырубил. Майами? Это борт 2036? 38? Да, пофигу. Что? Что он сказал? Что там? Что там? Снова сообщение от пилота. Подождите. Передайте им, чтобы выбросили чемодан из самолета немедленно. Ясно? Немедленно! Выбросьте чемодан за борт! Чемодан! Выбросьте его скорее! Выбрасывайте! Выбросьте чемодан за борт! Нет! Отпусти чемодан! Настоящий авторитет никогда не отпустит чемодан другого авторитета. Это бомба! Бомба! Ее надо выбросить за борт! Ну, как хочешь. Чемодан выброшен, чемодан выброшен. Ястреб 1, отменить атаку. Повторяю, отменить атаку, как понял. Мам, представляешь, это невероятно, просто потрясающе!
Видела бы ты папу Мэтта, вот это мужик. А как он заехал там подонка огнетушителем по черепу, а потом этот Снейк, у которого был пистолет, начал стрелять в папу Мэтта. А тот начал его мочить, а потом сказал, как типа герой в крутых боевиках. Он не ленивый, просто я его вырубил. Мне потребовалось всего лишь догнать взлетающий самолет и одолеть 2 рецидивистов с ядерной бомбой, чтобы заслужить уважение Мэтта. Молодец, пап. Но оно того стоило. Мистер Арнольд, я агент ФБР Алан Зейс. Президент благодарит вас за проявленное бесстрашие. Поскольку о происшедшем нельзя заявлять открыто, вместо медали за отвагу он награждает вас парой ковбойских сапогов с буквой W и шляпой. Простите, что так вышло, ребята. Эдди Ледбеттер отбывал срок в исправительной колонии неподалеку от Джексонвилля, где подружился с сокамерником Дуайтом, также питавшим страсть к тупым шуткам. Моника! Моника! Уолтер Крамец так и не вернулся в полицию после того, как он открыл себе страсть к прилюдному раздеванию. Да, Уолтер не может жить без человеческого внимания. Засовывайте купюры! Но всю выручку обязательно приносит новые супруги. Миссис Хезер Вайнтрауб Крамец. Кстати, красивое имя. А я лично умываю руки. Генри Леонард по-прежнему вспоминает о деле Артура Керка как о самом страшном эпизоде в своей профессиональной карьере. Уважаемые пассажиры, капитан Линч только что сообщил нам, что взлет откладывается из-за беспорядка на взлетной полосе. Как же я хочу кого-нибудь убить. В натуре, блин. Все мы изо дня в день влачим свое жалкое существование, пока однажды на нас сверху не падает бомба. Иногда мы не успеваем отскочить в сторону. Иногда это оказывается началом чего-то нового. Главное не торопиться. Однозначно. Мы поженились через неделю после того, как Анна получила развод. Что способно объединить двух незнакомцев настолько, что у них оказывается одна душа на двоих, а? Иногда нечто очень глубокое. А иногда чипсы Фритос. Остановите ее! Господи, остановите же ее! Она хочет забрать мою душу!